Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. Это вязовлог или творческий влог. Скажем так, влог началов и стартов. Всем привет! Хочу вам показать, что я буду делать. Смотрите, я планирую соединить две выкройки и пошить блузу. Вот эту выкройку и вот эту. Блуза в этностиле. Я хочу взять вот такую с широкими рукавами, но здесь она только до талии. У меня будет блуза до бедер, а вот эти рукавчики я сделаю как длиннее, чтобы они были пышными. Вот такая мне моделька понравилась. Сейчас я буду кроить. Журнал, как видите, старенький, ретро, но мне очень он нравится. Это 2001 год. И давайте вам покажу. Я очень люблю старые журналы Бурда, потому что здесь очень много красивых моделек, которые я бы хотела пошить. Вот мне очень нравится здесь вот это платьице. Он так классно смотрится. Вот такие блузочки, маечки. Тоже взяла себе на заметочку. В общем, много моделей, которые мне нравятся. Ой, хочу вам показать. Здесь такой классный комплект есть. Сейчас я найду. Где же он? Хотела так быстро вам показать. Это у меня вроде как здесь. Секундочку. Это у меня в планах. Я хочу, может быть, на лето пошить этот комплект. Сейчас вы его увидите. Ой, не с этой стороны. Так всегда. Так, сейчас. Сейчас уже. Вроде он здесь должен быть. Нет, не этот. А, вот он, смотрите. Смотрите, какой оригинальный, классненький. Мне очень понравилось топ и юбочка. Она как вроде бы на запах делается. Ну, сейчас посмотрите, какая тут моделька. Вот я ближе сделаю. Вот, смотрите, да? Юбочка и топ. Если кому интересно, это Бурда, 2001 год, 6 месяц. А вот эта блузочка, по которой на основании которой я буду шить этноблузку. В общем, я побежала кроить, а с вами встретимся позже. Всем привет! Хочу вам показать свой эксперимент. Я попробовала вязать в машине. Дело в том, что я в машине как пассажир провожу по несколько часов. И думаю, а интересно было бы, смогу ли я это время потратить так, чтобы вязать амигурушки. Потом расскажу, что у меня получилось. Всем привет! Новый день, новые начинания. Я вам немножко покажу. Я начала реставрировать куколку. Я не буду вам показывать весь процесс. Это будет отдельное видео. Помните, я вам рассказывала, что я нашла на винтажном магазине фарфоровую куклу. Она была миленькая, но в ужасном состоянии. Я решила ее отреставрировать. Вот сейчас я полностью потрошу ее тельце, чтобы сделать выкройку такую, как она была в оригинале, и полностью ее поменять. Потом я меняю ей волосы. Это новый парик. Я как клеила, несколько раз переклеивала. Ну вот что-то у меня получилось. Немножко готового процесса. Только что я набила тельце этой куколки. Сейчас буду применять. Может, что-то буду переделывать. Ну и да, буду полностью куколку восстанавливать. Что у меня получится, буду показывать вам уже в конце влога. Всем привет! Это вязовлог номер 15. И я вам покажу мои процессы.
Вот я сняла мастер-класс по такому вот брелку «Дракончик завяжусь». Помните, вот он таким образом завязывается на сумочке, ручки сумочки или рюкзачка. Это такой новый тренд в амигурушках. Подробный мастер-класс я сняла и использовала более толстую нитку, чтобы было понятно, как вяжется. На канале есть две части. Дракончик завяжусь, брелок крючком. Вот такой он большой у меня получился, но очень милый. Да, так что кому интересно, проходите по ссылке. Здесь вы видите ссылку на этот бесплатный мастер-класс. И у вас появится вот такая милота. Да, но это, наверное, единственный процесс, который я завершила. А дальше буду вам показывать мои начинания, но то, что еще предстоит мне закончить. Пока я этих милашек отложу и расскажу, что же я еще делала. Так, ну вот моя кукла Огонек. Это из того, что мой долговяз. Не знаю, я вам показывала, да, что я вяжу куклу, и уже я связала бивустик, остановилась, потому что мне нужно ввязывать ручки. И все, что я сделала за несколько недель, это я сделала, отложу, чтобы вам виднее было, вот такую ручку. Это то, что у меня получилось. Не знаю, у вас было такое, что вы вяжете, не получается, а потом откладываете надолго. Вот я сейчас в таком состоянии. Я вязала эту ладошку, смотрела несколько мастер-классов. Мне не нравилось, как это получалось. В результате я решила связать ее по-своему. Ну, вроде по размеру она получается нормальная, небольшая. Не знаю, вам видно так? 4 пальчика я связала, еще будет большой ввязывать. Но так как у меня долго это не получалось, я просто на нем застряла. Все, прекратила. Скажите мне, у вас бывает такое, что вот что-то не идет, и ты просто, ну, нет вдохновения заканчивать? Пока я отложила, пока занялась другим делом, надеюсь, что на следующей неделе мое вдохновение вернется, и я продолжу этот процесс. А пока, смотрите, что у меня появилось. Это чокер или браслет, вот так можно носить, вот, или шнур с камешками, бисером, с бусинками, как угодно. Бесплатный мастер-класс уже на канале, и вы тоже можете посмотреть его. Мне очень нравится. Я хочу себе такой связать черный, в таком цвете и такой крупный. Я сделала, чтобы то опять же было видно, как он вяжется. Ну и себе хочу сделать черненький с более мелкими бусинками, может быть даже с бисеринками, чтобы это было как украшение. А вообще можно применять, я думаю, украшения как для куколки, украшения платья. Если взять тоньше ниточку, будет тоньше шнурок, толще, ну, соответственно, сами понимаете, толще. Но получается очень эффектно и красиво. Масса возможностей есть, куда применить. Вот здесь ссылка на мастер-класс. Проходите, кому будет интересно, вяжется легко и просто. Так, вот это тоже завершенный процесс. И что же я еще делала? Вот смотрите, это то, что я вам говорила. Получится ли мне увязать в машине? Это тоже брелочек завяжусь. Фламинго. Вот так он будет завязываться. Почти закончила. Ну вот пока ехала в машине, вот тогда я вязала. Приехала, и мне осталось совсем немножко. Вот так он будет завязываться в другую сторону. На сумочке. Мне тоже показалось, что это классная идея.
Единственное, почему я остановилась и что я не закончила, ножки уже связала, ножки будут вот так пришиты. Но вот как сделать мне крылышко? У меня есть два варианта. Или его связать, или вышить бисером розовым. Вот, может, вы мне подскажете, как будет лучше? Связать крылышко или вышить? Мне интересно, подскажите мне, пожалуйста, какие у вас варианты, потому что мне кажется, вроде и тот будет неплохой. В общем, когда решу, я вам покажу. Еще одна недоделка. Ну и вот показываю вам куколку. Это тоже незавершенный процесс, но уже я закончила почти с тельцем. Почему почти? Потому что тоже мне нужен ваш совет. Я делала все точно по выкройке, какая была у нее, набила ее. Волосики приклеила, уже они высохли, буду потом формировать прическу. Но у меня такое впечатление, что тельце немножко больше или шире, что ли, чем сама куколка. Давайте я сейчас примерю и вам покажу, что вы мне скажете. Я его хотя немножко уже ушила, но вот как-то мне такое впечатление, что у нее слишком широкие плечи. Смотрите. Может ее как-то стянуть в области плеч и сделать ее уже, вот как-то. Потому что в моем представлении она должна быть более стройной. Не знаю, что вы мне подскажете или нет. Буду смотреть. В принципе, мне осталось только ее посадить на клей. Тело полностью готово, набито. Набила, правда, я ее не настолько плотно, насколько она была ватином набита. Мне захотелось, чтобы она была более мягенькой. Ну и прическу я уже буду потом делать. Еще не решила, будет ли у нее челка, как у предыдущей куклы, или я буду ей укладывать волосы по-другому. Еще это будущий процесс создания уже ей истории и самого костюма. Подскажите мне, пожалуйста, нужно ли ее делать худышкой или нет. Так, ну и моя этноблуза будет с вышивкой. И вот что у меня получается. Это то, что я вышила за неделю. Это тоже занимает достаточно много времени. Вот, вышивается крестиком и полукрестиком. Вот полукрестиком мне почему-то намного тяжелее вышивать. Я так понимаю, полукрестик делается для того, чтобы была как бы тень, для объемности рисунка. Это будут розы, шиповник. И, в общем, надеюсь, что на следующей неделе я закончу огонька, у меня получатся ручки, мое вдохновение вернется, и я вам покажу уже какие-то завершенные процессы. Мне было приятно с вами поделиться своими творческими успехами и неуспехами. Оставайтесь со мной. Подскажите мне, пожалуйста, по поводу моего фламинго, как мне закончить. И надеюсь, в следующий раз покажу вам уже готовые процессы. Пока-пока!